Всем привет! Вы на канале Лиза Фан, тетя Ран. Меня зовут Марина. Одним из моих хобби является вязание. Вяжу я и на спицах, и крючком. В этом видео хочу поделиться с вами выстраданным мной узором пузыри. Многие из вас вяжут по МК или схемам, и я не исключение. Однако на этот узор найти мастер-класс мне не удалось. Пришлось сочинять и подбирать комбинации самостоятельно. Этим узором, напоминающим пузыри, я вяжу летнюю кофту. Кофту я вяжу по кругу, а образец в этом видео мы будем вязать кромочными. Вдохновление пришло из Инстаграма, где мне впервые попалась кофта с таким узором. Эти пузыри захватили мой интерес. Просмотрев несколько моделей у автора, я пыталась найти МК с объяснениями, как это связано, чтобы повторить без заморочек. Но, увы, все, что я нашла, было не то. Лишь один вариант был похож немного. Так как мысли связать такие пузыри меня не оставляли, я начала экспериментировать. Первый вариант оказался неудачным, и связанную до пройм рукавов кофту пришлось распустить. Слишком растянутые петли меня раздражали. И тут я вспомнила про укороченные ряды. Пробуя разные варианты по ширине и количеству разворотов, я нашла для себя оптимальный вариант, которым хочу поделиться с вами. Возможно, кому-то эти пузыри тоже придутся по вкусу. Для образца набираем 30 петель. Первые 3 ряда вяжем лицевыми, но при круговом вязании первый ряд у нас изнаночный, второй ряд лицевой, третий ряд изнаночный. На 4-м ряду у нас начинается вывязывание пузыря. Значит, первая ступенька у нас из 6 петель состоит. Значит, мы провязываем 12 петель, считая вместе с кромочной. И далее у нас идет 6 петель узора. Провязываем 6 петель лицевым, затем разворачиваем первую петлю из этих 6 на изнаночной стороне, затягиваем, вяжем 6 петель изнаночным узором,
На 6 петле разворачиваем на лицевую сторону. Опять же снимаем первую петлю, затягиваем и теперь уже вяжем до конца, до кромочной, лицевыми петлями. При вязании пузыря при каждом развороте первую петлю узора мы затягиваем, что по лицевой, что по изнаночной стороне. Пятый ряд провязываем изнаночными петлями. В случае, если это круговое вязание, то это будет у нас лицевой ряд лицевыми петлями. Шестой ряд. На 6 ряду у нас начинается следующая ступень у пузыря, который состоит из 8 петель уже. То есть теперь мы провязываем 11 петель, далее 8 петель у нас идут к узору пузыря. Провязываем 8 петель лицевыми петлями. Разворачиваем, первую петлю на изнаночной стороне затягиваем, провязываем до 8 петли, разворачиваем. Опять же первую петлю на лицевой стороне мы затягиваем и провязываем до кромочной лицевыми петлями. Седьмой ряд у нас изнаночная сторона, провязываем изнаночными петлями. При круговом вязании это будет лицевая сторона с лицевыми петлями.
Восьмой ряд. Лицевая сторона. В этом ряду у нас будет больше разворотов, чем в предыдущих. Мы провязываем 10 петель лицевыми и доходим до узора пузыри, который у нас теперь начинается ступенька из 10 петель. Провязываем 10 петель по лицевой стороне. Разворачиваем, первую петлю из 10 затягиваем, вяжем изнаночными петлями до конца этих 10 петель. Разворачиваем. Первую петлю затягиваем. Теперь вяжем уже не 10 петель, а 11. Та петля первая, которая была у нас затянута, мы ее провязываем и следующую подхватываем. Разворачиваем, первую петлю затягиваем и вяжем теперь уже вместе с этой петлей 12 петель на изнаночной стороне. Дойдя до затянутой последней петли, мы ее провязываем за обе дужки и провязываем следующую за ней. Разворачиваем. Затягиваем эту петлю и вяжем теперь 11 петель, считаем вместе с затянутой, до той петли, которая была по лицевой стороне затянута. Доходим до нее, доходим до затянутой петли, разворачиваем, ту петлю не трогаем. Теперь на изнаночном ряду первую петлю опять затягиваем, провязываем 10 петель, считаем вместе с ней. Разворачиваем. Первую петлю на изнаночной стороне затягиваем и провязываем до конца ряда лицевыми петлями. То есть у нас получается 10 петель с двумя разворотами, затем 12 петель с двумя разворотами и снова 10 петель с двумя разворотами. Следующий ряд у нас 9. На изнаночной стороне мы провязываем изнаночными петлями. В случае кругового вязания это будет лицевая сторона с лицевыми петлями.
10 ряд у нас аналогичен 6 ряду. 8 петель, ступенька для пузыря. Делаем также 2 разворота, один по лицевой стороне, провязываем, разворачиваемся наизнанку и снова переходим на лицевую сторону и довязываем до конца. На 11 ряду изнаночная сторона, но в нем надо будет провязать следующую ступень для узора пузыри, который состоит из 6 петель. То есть мы провязываем и затягиваем уже по изнанке. Провязываем 6 петель изнаночной. Затем делаем разворот на лицевую сторону. Затягиваем петлю, провязываем 6. Делаем разворот и опять затягиваем петлю и доходим до кромочной. В 12 ряд у нас идут изнаночные петли по лицевой стороне. 13 ряд изнаночные петли по изнаночной стороне. В случае кругового вязания это будет лицевой ряд. И 14 ряд изнаночные петли по лицевой стороне. Так как нам надо, чтобы 4 ряд рисунка был на лицевой, то в случае, если будем вязать не по кругу, 13 ряд мы опускаем.
это изнаночный ряд по изнаночной стороне. Либо добиваемся совпадения со схемой вязания путем смены нити. При провязывании 13 ряда мы начинаем вязать с лицевой стороны, с кромочной, крайней правой кромочной на лицевой стороне. И на 4 ряд мы выйдем на лицевую сторону. Всем желаю удачи и надеюсь, что мое видео было кому-то полезно. И напоследок немного рыжей милоты.